Доброе утро, друзья! Наконец-то я хорошо выспалась, позволила себе сегодня подольше поваляться. Сейчас уже ближе к 9, а я все еще валяюсь. Под утро шел дождь, он вечером шел, в первой половине ночи шел, да, потом прекратился, и под утро опять шел, где-то там в 5-6 утра. Но я уже не выходила, просто лежала, слушала звук дождя, это было очень-очень приятно. В теплом домике слушать звук дождя. Печь прям таки очень долго оставалась теплой, хотя там уже огонь сам потух, но печь оставалась теплой. Печь вообще прикольная. И на улице сегодня ветер, переменная облачность, волны небольшие, опять Волга беспокоится. Но мне все очень нравится, мне нравится эта атмосфера. Атмосфера этого места, этого домика. То, что здесь я одна именно. Если была бы с кем-то, была бы совсем другая атмосфера. А так, я все время молчу, это с вами сейчас разговариваю. А так я все время молчу, я в тишине. Слушаю звуки природы, свои мысли какие-то. И так проходит время. Какой вид из окна? Я вот утром проснулась и долго-долго лежала и просто смотрела в окно. Это так классно. Здравствуй, день! Здравствуй, солнышко! Здравствуй, небо! Здравствуй, река! Кстати, не доела вчерашний ужин. Я вообще сейчас очень мало ем. Я дома перед поездкой сюда больше месяца худела. И прям сократила свои порции еды. В 3 раза, наверное. Очень мало ела. И, видать, организм привык к маленьким порциям. И здесь в походе я себя не сдерживаю, но оно не лезет. Изменения такие в теле произошли. Много еды просто не лезет. Так что буду доедать вчерашний ужин, чай попью и начну день трудовой. Хочу погулять тут вокруг. Тут очень интересная береговая линия, поэтому обязательно погуляем вместе. Вам покажу, как все выглядит. Я уже так ходила немножечко. Такие коряги, такие волны, камни. Это все очень красиво. Я хочу вам показать. Ну и дрова, конечно, надо найти, заготовить. Может, еще что-то сделаю. Здесь у меня зона всех моих вещей. Этакий хламник. Кстати, сейчас по этой темной полосе видно, насколько далеко забивали волны вчера днем и ночью. Ночью очень волны сильные были. И здесь, в общем-то, нельзя было ходить. А сейчас я спокойно здесь хожу. То есть полоса немножко расширилась. Будет легче прогуляться и в ту сторону, и в ту сторону. Я уже немножко прогулялась. Есть на что посмотреть. Еще все забываю сказать. Здесь очень-очень много змей.
В основном ужи, но мне кажется, еще кто-то помимо ужей. Такие черные, толстенькие, довольно крупные змейки. И частенько по 2 штуки сразу на одном месте. К сожалению, не удается снять качественно змею, но уже парочку сняла на видео. Едва успеваю, но уже более десятка увидела. Думаю, это только начало. Жарко, постоянно хочется пить. Ну, а так как вода только речная, значит, постоянно приходится кипятить. Сейчас кружечку спасительной влаги себе сделаю. Течение сильное, вода ледяная. Время обеда. У меня остался бульон со вчерашнего картофеля, 1 картофелина, зелень и банка фасоли в томате. Вот из всего этого я приготовлю суп. Как раз мне хватит и на обед, и потом еще на ужин.
дрова. В принципе, если по берегу идти, можно найти дрова и не лезть наверх. А тут уже красиво. Да, можно тут дрова собирать. Не так далеко от домика. Нормально, бро. Наверх не полезу сегодня, а то думала полезу. Ну, думаю, на этом с дровишками все. Более чем достаточно. Для вот этой симпатичной печурки. Ну и для тех, кто придет после меня.
Так мрачно на горизонте стало. И сразу прохладно. Интересно, может дождь пойдет, а может просто пасмурно, да и все. Сегодня был совершенно чудесный, фантастический день. С одной стороны, он был такой спокойный, с другой стороны, он был насыщенный. Я гуляла тут по берегу, и, может быть, даже гуляла бы и дальше, но много змей, и не то чтобы я их боюсь, просто я их тревожу очень сильно, и узкая полоса, и нам разминуться очень трудно. И один ужик, он просто не знал, куда от меня деваться. Мне его было жалко, честно. Я попыталась за него пройти, а потом мне нужно было возвращаться, и он опять не знал, куда от меня деваться. И сейчас вода ледяная, и ужику совершенно не хочется воду. Обычно, когда вода тепленькая, змеи раз в воду и спрятались. А здесь узкая полоса, мы не можем разойтись. И он подползал буквально к моим ногам. Я замерла так, стояла, его снимала. Он уже не знал просто, куда деваться, поэтому полз прямо на меня, потом прямо ног разворачивался, полз в другую сторону. И потом хотела пойти в другую сторону, а там еще тоже один ужик, второй ужик. Я такая думаю, да ладно, ребята, не буду я сильно тут ходить, вам мешать. Потому что я знаю, что ужики, когда вот такая ситуация возникает, они испытывают сильнейший стресс. И не стала я много гулять. Но между тем заготовила дрова, накупалась в этой прекрасной ледяной воде. И сейчас, вот уже ближе к 8 вечера, я вкусно поужинала. И теперь то здесь, у камина отдыхаю, то иду на улицу, просто сижу на берегу и слушаю пение птиц, сверчков, смотрю вдаль. Волн сейчас нету, тихо, прекрасно. Такое умиротворение, такое состояние глубокой медитации, погружения в эту природу. И вот эти чудесные домики рыбаков, вот эти каменные на берегу, которые отремонтировали Дима, походный оптимист, Алексей, лесной строитель, вот этот конкретно этот домик лесной строитель ремонтировал. Ну, не только он, там еще с кем-то в книге я прочитала, в книге записей. Завтра тоже запись оставлю. И спасибо всем, кто занимается этими домиками, потому что это действительно чудеснейшие места. Мне очень нравится то, что эти домики такие компактные, и при этом они... в них есть все, что необходимо для жизни. Есть кровати, есть столик, есть печь. А что еще надо? Прекрасно. Очень-очень хочу когда-нибудь еще сюда вернуться, потому что это здорово. И в каждом таком домике я хотела бы проводить 2-3 дня. А когда только один день и одну ночь, этого недостаточно, чтобы проникнуться местом.
Доброе утро, друзья! Ну вот, третья ночь в этом походе. Кстати, это путешествие длительное, будет длиться 16 дней. Но фильмы, скорее всего, будут выходить разрозненно. То есть не будет прям явной связи. Даже кто-то подумает, что это все отдельные походы. Но на самом деле именно вот в таких условиях я буду находиться 14-15 дней. И потом еще один день нужно будет на съемную квартиру, там привести себя в порядок перед поездом и домой. Вот. Эта ночь была очень теплой. Прям мне даже жарковато спалось, хотя спальник очень тоненький. Спалось хорошо. Под утро ветер поднялся, шумно на улице, ветер, волны. Ну, я смотрю, тут погода меняется все время. То ветер, то полный штиль, то волны, то красота. Сегодня проснулась рано, 6:20. Буду собираться и перемещаться на новую локацию. Именно в этом походе будет много новых интересных локаций, многие из которых вы, конечно же, узнаете. Такой у меня завтрак. Помидорчики, огурчики, бутерброд с маслом, тунец, что там у меня какой? Рубленый в масле. Мне кажется, я другой брала, ну какой взяла. Чай и чак-чак. Сладость. Все, практически собралась, осталось запись сделать в тетрадке и подняться наверх. Итак, 15 мая, 26 год. Таким оставляю этот чудесный домик. Чистота, порядок. Спасибо большое. Я получила огромное удовольствие от пребывания здесь. Это было здорово.
Попробую подняться с рюкзаком. Не знаю, получится, нет, но я его не вытяну. Я его не вытяну. Здесь крыша тут достаточно прочная. Провались. Весь путь снимать не буду. Я не смогу вернуться за камерой. Ой, сгодись. Еще сумочка. Ой. Фух. Фу, я сделала это. А съемки этих мелких моментов — это отдельное искусство. Буквально этого я не могу вам показать, как буквально в висе я пытаюсь установить камеру. С рюкзаком, с сумочкой. Волосы все зацепили за рюкзак. Был бы у меня запасной шнур, я бы даже это тут оставила. Но поход продолжается, и мне он пригодится. Это такой НЗ. Я взяла на всякий случай. Признаться, даже не представляла, как здесь что будет. Просто на всякий случай. А случаи бывают разные. Вот такие в том числе. Шнур хотя и тонкий, но рассчитан что-то там на 100 с чем-то килограмм, по-моему. Вот он мне и пригодился. Вид сверху.